Что если фермер может вырастить урожай без единого грамма почвы? Прямо в воздухе. В Японии клубника созревает в 20 раз быстрее обычного благодаря вертикальным фермам с искусственным интеллектом, а в Дубае посреди пустыни собирают рекордные урожаи без капли дождя. И это только начало того, что полностью изменит представление о еде. Сегодня фермеры по всему миру выращивают помидоры, салат, пшеницу и даже рис без земли, без сезонов и без зависимости от погоды. Да? В зданиях, подвалах и заброшенных заводах. Технологии, которые еще 10 лет назад казались научной фантастикой, уже кормят миллионы людей. Впереди 10 самых невероятных методов выращивания урожая без почвы, которые уже работают прямо сейчас. Аэропоника, потому что это выращивание растений в воздухе. Корни висят в пустом пространстве, и каждые несколько минут автоматические форсунки распыляют на них питательные растения. Никакой почвы, никакого субстрата, только корни, воздух и туман с минералами. Компания Aerofarms в американском штате Нью-Джерси переоборудовала заброшенный сталелитейный завод площадью 6 тысяч квадратных метров под аэропонную ферму. Внутри 30 ярусов стеллажей с растениями, светодиодное освещение, которое работает круглосуточно, и компьютерная система, которая отслеживает каждый корень. За один год завод производит почти 1000 тонн зелени. Столько же, сколько дают 100 гектаров обычных полей. При этом расход воды на 95% меньше, чем при традиционном земледелии. Скорость роста при аэропонике поражает. Салат-латук вырастает до товарного размера за 18 дней вместо обычных 45. Клубника дает первый урожай через 3 недели после посадки. Причина? Корни в воздухе получают в сотни раз больше кислорода, чем в почве, и усваивают питательные вещества с максимальной эффективностью. В 2022 американское космическое агентство завершило серию экспериментов, в которых аэропонные установки тестировались как основа системы питания для марсианских экспедиций. Растения успешно росли при пониженном давлении и в условиях минимального водоснабжения. Вывод: аэропоника работает даже там, где почва физически отсутствует. Японская корпорация Spread построила в городе Киото автоматизированную аэропонную фабрику, где роботы выполняют 98% всех операций. Люди здесь только контролируют данные с экрана. Фабрика производит 30 тысяч кочанов салата в сутки без единого трактора, без гербицидов и без зависимости от сезона. Себестоимость одного кочана за 5 лет снизилась на 50%. По мере того, как роботизация вытесняла ручной труд. Отдельную страницу в истории аэропоники написал швейцарский стартап Ferm Audit. Они разработали компактные аэропонные модули размером с холодильник, которые устанавливаются прямо в ресторан. Шеф-повар срезает зелень в метре от плиты. Листья попадают на тарелку через минуты после сбора. Более 200 ресторанов в Европе уже используют эти устройства, и каждый модуль заменяет поставки с 4 обычных ферм. Военное ведомство США в 2019 развернуло аэропонные контейнерные фермы на базах в Афганистане и Ираке. Солдаты получили свежие овощи в условиях пустыни, где доставка продовольствия стоила $1000 за килограмм. Каждый контейнер размером с грузовой прицеп давал достаточно зелени для пропитания 150 человек в неделю. Аэропоника уже вышла за пределы лабораторий и корпораций. В Сингапуре, где собственной земли катастрофически мало, правительство субсидирует установку аэропонных систем на крышах жилых домов. К 2025 году страна планирует производить 30% потребляемых овощей внутри городских границ, без единого поля за городом. В 2023-м британская компания Ironox запустила ферму в Калифорнии, где ни один человек не касается растений руками от посева до упаковки. 2 робота размером с небольшой автомобиль перемещаются между стеллажами, пересаживают рассаду, проверяют состояние каждого растения и собирают урожай. Система компьютерного зрения делает снимок каждого листа каждые 6 часов и автоматически корректирует дозировку питательных веществ. Робот-сборщик клубники японской компании Innopetros работает ночью, когда ягоды наиболее сладкие из-за ночного понижения температуры. Камеры определяют степень зрелости по точному оттенку красного цвета. Механическая рука срезает ягоду за 1/8 секунды и укладывает в лоток без единой вмятины. За одну ночь один робот собирает столько же, сколько 8 опытных сборщиков за полный рабочий день. Себестоимость сбора снизилась в 4 раза. Израильская компания Metamation разработала робота для теплиц, который перемещается по подвесным рельсам под потолком и опыляет томаты вибрации, точно так же, как это делают пчелы. Причина появления такого устройства прозаична. В закрытых помещениях пчелы дезориентируются и гибнут. Робот опыляет гектар томатов за 8 часов, и завязываемость плодов при этом на 12% выше, чем при ручном опылении. Американский стартап Abundant Robotics создал робота для сбора яблок, который работает в обычном саду под открытым небом. Вакуумные захваты мягко отрывают яблоко от ветки и опускают в контейнер. Машина собирает одно яблоко в секунду и не повреждает плоды.
Показатель потерь при механическом сборе снизился до 1% против 7% при ручном труде неопытных сезонных работ. В Нидерландах, крупнейшем в мире экспортере тепличных овощей, компания Ocom внедрила систему автономных дронов для мониторинга теплиц. Дроны размером с ладонь летают между рядами огурцов и перцев, фотографируют каждое растение и передают данные в центральный компьютер. Система выявляет признаки грибковых заболеваний за 3 суток до того, как их замечает агроном. За 2 года применения потери урожая от болезней сократились на 63%. Китайская корпорация Pinduoduo в 2021 провела соревнования между командами агрономов и искусственным интеллектом. Кто вырастет больше томатов на одинаковых площадях? Алгоритм управлял освещением, поливом, температурой и питанием растений в режиме реального времени, анализируя данные с тысяч датчиков. Результат: искусственный интеллект превзошел лучших агрономов по урожайности на 27% и при этом потратил на 25% меньше ресурсов. Немецкая компания Fendt представила автономный трактор, который пашет, сеет и обрабатывает поля без водителя круглосуточно. Машина работает по спутниковой навигации с точностью до 2 см, объезжает препятствия самостоятельно и заряжается на краю поля без участия человека. Один такой трактор заменяет 3 механизаторов и снижает расход топлива на 30% за счет оптимальных маршрутов движения. Роботизация сельского хозяйства — недалекое будущее. Только в 2023 мировой рынок агророботов вырос до 20 миллиардов долларов, и темп удвоения составляет 4 года. Растения не нуждаются в солнце, им нужен свет определенной длины волны. Это открытие перевернуло всю логику земледелия. Красный свет с длиной волны 660 нанометров запускает фотосинтез и рост стебля. Синий свет с длиной волны 450 нанометров формирует листья и корни. Смешиваясь эти два диапазона в нужных пропорциях, фермеры получают урожай быстрее, чем под открытым небом. Датская компания Green Forces построила подземную ферму в бывшем бомбоубежище в Копенгагене на глубине 18 метров. Там никогда не бывает солнца. Вместо него тысячи светодиодных панелей, которые имитируют точный спектр летнего полудня. Температура, влажность и световой режим программируются под каждую культуру отдельно. Ферма работает 365 дней в году без единого пасмурного дня и без единого заморозка. Японская компания Signify разработала светодиодные лампы для ферм, которые меняют спектр в течение суток, имитируя рассвет, полдень и закат. Растения реагируют на смену спектра так же, как на настоящее солнце, синтезируют больше сахаров, накапливают больше витаминов. Томаты, выращенные под этими лампами, содержат на 38% больше витамина С, чем томаты с обычных теплиц. Американская компания Calera пошла дальше и начала использовать ультрафиолетовый свет для целенаправленного изменения вкуса растений. Кратковременное облучение ультрафиолетом за 2 суток до сбора урожая заставляет базилик синтезировать в 3 раза больше эфирных масел. Аромат становится настолько насыщенным, что рестораны платят за такой базилик вдвое дороже обычного. Шведский стартап Great Farms в 2022 установил рекорд энергоэффективности. Их светодиодная система потребляет на 70% меньше электричества, чем стандартные лампы для теплиц при той же интенсивности света. Секрет в импульсном режиме работы. Лампы мигают с частотой 300 раз в секунду, что незаметно для человеческого глаза, но растения успевают усвоить каждую вспышку полностью. Суммарное потребление энергии падает, а скорость роста остается прежней. В Финляндии, где зимой световой день длится всего 4 часа, компания Valoa Farm снабжает светодиодные фермы электричеством от ветрогенератора. Круглосуточное искусственное освещение полностью компенсирует полярную ночь. Фермеры в Хельсинки собирают урожай огурцов в январе, в то время, когда за окном минус 20 и полная темнота. Наиболее радикальный эксперимент провела нидерландская компания Plant Lab в 2019. Ученые протестировали выращивание пшеницы в полностью замкнутом помещении без единого окна под искусственным светом. Урожайность составила 200 тонн с гектара в год, против средних 8 тонн с гектара на обычных полях Европы. Разница в 25 раз объясняется просто. Растения получают свет 20 часов в сутки вместо 80, и каждый фотон попадает точно на лист, а не рассеивается в пространстве. Стоимость светодиодных ламп за 10 лет упала в 8 раз. Именно это сделало искусственное освещение экономически выгодным для массового производства еды и открыло возможность строить фермы там, где солнца нет вообще. В Дубае, где летом температура достигает 50 градусов и не выпадает практически ни капли дождя, компания Bader Farms в 2021 собрала урожай помидоров весом в 1300 тонн с 1 гектара теплиц за год. Это в 160 раз больше, чем дает гектар обычного поля в Европе. Секрет: замкнутая система водоснабжения, где каждая капля воды проходит через растения и возвращается обратно. Расход воды на килограмм томатов 2 литра против 200 литров при традиционном орошении. Израиль превратил пустыню Негев в сельскохозяйственный
регион благодаря технологии капельного орошения, которую разработал агроном Симха Блас еще в 50-х годах прошлого века. Вода подается точно к корню каждого растения через тонкие трубки, и ни одна капля не испаряется в воздух и не уходит в песок. Сегодня Израиль экспортирует продовольствие на 2 миллиарда долларов в год, хотя 60% территории страны пустыня или полупустыня. Австралийский проект Sandrop Farms в штате Южная Австралия построил теплицы в одном из самых засушливых мест планеты, в 200 километрах от ближайшего источника пресной воды. Вода поступает прямо из моря. Солнечные концентраторы нагревают морскую воду, опресняют ее и подают в теплицы. Электричество только от солнечных батарей. Ферма полностью автономна и производит 15 тысяч тонн томатов в год без единого литра грунтовых вод и без единого киловатта из городской сети. В Саудовской Аравии компания Hydrofarm запустила в 2023 крупнейшую в мире гидропонную ферму в пустыне площадью 110 гектаров. Внутри застекленных корпусов растут клубника, листовые овощи и зелень при наружной температуре плюс 48 градусов. Система охлаждения работает за счет испарения, того самого принципа, по которому пот охлаждает человеческое тело. Стоимость охлаждения на 30% ниже, чем при использовании традиционных кондиционеров. Американский стартап Dune Agro разработал принципиально иной подход. Вместо того, чтобы бороться с пустыней, они используют ее свойства. Песок закачивают в специальные контейнеры, добавляют глину и органические волокна в точных пропорциях и получают искусственную почву, которая удерживает влагу в 6 раз лучше природного песка. Себестоимость создания 1 гектара такой почвы $8000, что в 3 раза дешевле строительства теплиц. На этой смеси растут арбузы, дыни и сладкий перец прямо под открытым небом. Иорданская деревня Вади-Рам известна туристам как марсианский пейзаж. Красные скалы, раскаленный песок, полное отсутствие растительности. В 2022 здесь заработала ферма в скальных пещерах, где круглосуточно держится температура плюс 18 градусов за счет теплоемкости камня. Фермеры выращивают грибы и микрозелень, используя конденсат влаги со скальных стен как единственный источник воды. Производительность 200 килограммов продукции с квадратного метра в год. Объединенные Арабские Эмираты поставили государственную задачу к 2031 году производить внутри страны половину потребляемых овощей. Для страны, где 95% территории пустыня, это звучит невозможно. Но правительство уже вложило $3 миллиарда в агротехнологические стартапы, и первые результаты показывают: задача выполнима. Пустыня перестает быть препятствием, она становится строительной площадкой для ферм нового поколения. Грибы растут на кофейной гуще, картонных коробках, опилках и соломе, на любом органическом мусоре, который человечество производит в огромных количествах. Именно это делает грибное производство одним из самых революционных направлений в современном сельском хозяйстве. Никакой почвы, никакого солнца, никакого полива, только субстрат из отходов и темнота. Американская компания Эколавери в Сан-Франциско собирает отработанную кофейную гущу из кафе по всему городу и выращивает на ней вешенки прямо в городских подвалах. 1 килограмм кофейной гущи дает 300 граммов грибов за 10 дней. Компания перерабатывает 4 тонны кофейных отходов в неделю и поставляет свежие грибы в рестораны в течение 2 часов после сбора. Транспортное плечо 0 километров. Углеродный след минимальный. Нидерландская компания Merlin Ecotech разработала технологию, при которой грибной мицелий используется как строительный материал. Мицелий выращивают в формах, он прорастает сквозь субстрат из льняной костры и через неделю образует твердый блок, прочнее пенопласта и полностью биоразлагаем. Но параллельно с упаковочным материалом компания производит съедобные грибы как побочный продукт того же процесса. Одна установка одновременно выращивает еду и упаковку. Южнокорейская корпорация Esmart Farms построила в Сеуле 7-этажный гриб-завод, где на каждом этаже поддерживается своя температура и влажность под конкретный вид. Первый этаж — шиитаке при 18 градусах и 90% влажности. Третий этаж — белые шампиньоны при 16 градусах. 7-й этаж — редкий гриб рейши при 25 градусах и почти 100% влажности. Рейши продается фармацевтическим компаниям по $800 за килограмм сухого экстракта. Финская компания Solar Foods пошла совершенно в другом направлении и начала выращивать не грибы, а грибкоподобные микроорганизмы на углекислом газе и электричестве. Бактерии поглощают углекислый газ из воздуха и синтезируют белок с помощью электролиза воды. Полученный порошок содержит 65% белка, больше, чем в куриной грудке. Производство 1 килограмма такого белка требует в 200 раз меньше земли и в 99 раз меньше воды, чем производство говядины. Индийский штат Одиша запустил государственную программу по выращиванию вешенок в домашних условиях для беднейших семей. Каждая семья получает пакет с субстратом и мицелием стоимостью $2. Через 12 дней пакет дает полкилограмма грибов. Это полноценный белковый обед для 5 человек.
Программа охватила 120 тысяч семей за 3 года и сократила уровень белкового голодания в регионе на 22%. Самое неожиданное применение грибных технологий – восстановление загрязненных почв. Американский миколог Пол Стэмец доказал, что мицелий вешенки разлагает нефтяные загрязнения в почве за 8 недель. На участке, залитом соляркой, высевают мицелий, он перерабатывает углеводороды в органику, после чего на этом месте можно сажать овощи. Технология называется микоремедиация и уже применяется на бывших промышленных землях в США, Германии и Нидерландах. Грибы не просто дают еду, они возвращают землю, на которой можно снова выращивать еду. В Токио в 2022 открылся небоскреб, 20 этажей которого полностью отданы под выращивание еды. Снаружи здание выглядит как обычный офисный центр со стеклянными фасадами. Внутри ряды салата, шпината и базилика под розовым светодиодным освещением от пола до потолка. Один этаж такого здания заменяет 3 гектара обычных полей, а все здание производит больше овощей, чем среднее фермерское хозяйство Японии. Вертикальные фермы решают главную проблему современного сельского хозяйства – нехватку земли. Площадь пахотных угодий на планете сокращается на 12 миллионов гектаров в год из-за эрозии, засоления и застройки. При этом население Земли растет на 80 миллионов человек ежегодно. Вертикальная ферма высотой 10 этажей занимает столько же земли, сколько один дом, но производит урожай с площади эквивалентной 30 гектарам полей. Американская компания Plentif построила в Нью-Джерси крупнейшую в мире вертикальную ферму площадью 7 гектаров в плане и высотой 9 ярдов. Общая площадь посадочных поверхностей 70 гектаров. Ферма производит 200 видов зелени и овощей и поставляет продукцию в супермаркеты в радиусе 300 километров. Срок от сбора урожая до полки магазина 1 день против 2 недель при традиционных поставках из Калифорнии или Мексики. Сингапурская компания Skygreens разработала уникальную конструкцию вертикальной фермы, вращающейся башни высотой 9 метров. Лотки с растениями медленно вращаются по замкнутому циклу, и каждое растение поочередно проходит зону яркого света у окна и зону отдыха в тени. Такой режим имитирует естественное чередование дня и ночи и снижает потребление электроэнергии на 40% по сравнению с фермами с постоянным освещением. Стоимость производства килограмма салата на 30% ниже среднего по отрасли. Шведская компания Grenby Farms разместила вертикальную ферму прямо в здании супермаркета в Гетеборге. Покупатели видят стену из растущей зелени за стеклом рядом с кассами. Они срезают нужное количество листьев сами и платят по весу. Потери продукции от увядания 0%, поскольку растение срезается в момент покупки. Традиционные супермаркеты списывают до 40% листовой зелени из-за короткого срока хранения. В Южной Корее правительство в 2023 запустило программу переоборудования заброшенных промышленных зданий под вертикальные фермы. Пустующий завод по производству телевизоров в Инчхоне площадью 20 тысяч квадратных метров за 8 месяцев превратился в ферму, которая кормит 200 тысяч человек листовыми овощами ежедневно. Инвестиции окупились за 3 года, быстрее, чем окупается строительство новых жилых домов на той же территории. Российская компания GreenLab в 2023 открыла вертикальную ферму в Норильске, городе за полярным кругом, где свежие овощи традиционно стоили в 5-7 раз дороже, чем в Москве, из-за транспортной удаленности. Ферма занимает бывший складской ангар и производит тонну зелени в неделю. Цена местного салата сравнялась со среднероссийской, а жители города впервые получили доступ к свежей зелени, срезанной в тот же день. Главное преимущество вертикальных ферм – не урожайность и не экономия воды. Главное – независимость от географии. Ферму можно построить в Арктике, в пустыне, в центре мегаполиса и на орбитальной станции. Еда начинает производиться там, где живут люди, а не там, где есть подходящий климат. В 2012-м биохимики Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье разработали инструмент редактирования ДНК под названием CRISPR. За это открытие они получили Нобелевскую премию в 2020-м. Суть технологии – молекулярные ножницы, которые разрезают цепочку ДНК в точно заданном месте и вставляют, удаляют или заменяют нужный участок. Применительно к растениям это означает одно – любое свойство любой культуры теперь можно изменить за несколько месяцев вместо десятилетий традиционной селекции. Американская компания Pioneer Seeds использовала CRISPR для создания кукурузы, которая не нуждается в азотных удобрениях. Ученые активировали гены, отвечающие за симбиоз с азотфиксирующими бактериями, которые есть у бобовых, но отсутствуют у злаков. Модифицированная кукуруза сама извлекает азот из воздуха через корневые бактерии. На испытаниях в Бразилии урожайность такой кукурузы оказалась на 8% ниже обычной, но себестоимость выращивания на 40% меньше из-за отказа от удобрений. Китайские ученые из Пекинского университета в 2021 создали рис, который растет в соленой воде. Они отредактировали 2 гена, отвечающих
за транспорт ионов натрия в клетках растения. Модифицированный рис успешно вырос на полях, затопленных морской водой, и дал урожай в 4 тонны с гектара. Обычный рис на таких полях погибает через трое суток. Потенциальная площадь применения этой технологии — 100 миллионов гектаров засоленных земель по всему миру. Нидерландская компания Cajun применила CRISPR к томатам и отключила ген, который заставляет плод размягчаться после сбора. Томаты остаются твердыми и свежими в течение 6 недель без холодильника против обычных 10 дней. Потери томатов при транспортировке и хранении в мире составляют 35% от общего урожая. Если такой томат займет хотя бы 10% мирового рынка, это сохранит миллионы тонн еды ежегодно. Американский стартап Arctic Apples вывел яблоко, которое не темнеет на срезе. Обычное яблоко коричневеет через 10 минут после разрезания из-за фермента полифенолоксидат. Ученые отключили 4 гена, кодирующих этот фермент. Разрезанное яблоко остается белым 24 часа. Результат: продажи нарезанных яблок в американских школах выросли на 47%. Дети охотнее едят яблоки, которые выглядят свежими. Японская компания Sanaxa в 2022 представила томат с повышенным содержанием гамма-аминомасляной кислоты, вещества, которое снижает кровяное давление. Ученые активировали ген синтеза этой кислоты, который в обычных томатах заблокирован. Концентрация вещества в модифицированном томате в 15 раз выше, чем в стандартном. Японское правительство одобрило продажу этого томата как функционального продукта питания, первого в мире генетически отредактированного овоща в свободные розничные продажи. Самый амбициозный проект в области редактирования растительного ДНК реализует американская компания Indigo Agriculture. Они редактируют не само растение, а микробиом его корней, сообщество бактерий и грибков, живущих в прикорневой зоне. Нужные микроорганизмы вносятся в почву вместе с семенами в виде покрытия на зерне. В испытаниях на площади 500 тысяч гектаров пшеница с таким покрытием дала на 14% больший урожай при той же норме удобрений. Технология уже применяется на коммерческих полях в США, Австралии и Аргентине. В атмосфере Земли постоянно находится 13 триллионов литров воды в виде пара. Это в 6 раз больше, чем вся вода всех рек планеты вместе взятых. До недавнего времени эта вода была недоступна для земледелия. Теперь нет. Израильский стартап Watergen создал устройство размером с холодильник, которое извлекает воду прямо из воздуха методом конденсата. Воздух прогоняется через охлажденные пластины, влага оседает и стекает в резервуар. Одна установка производит до 1000 литров чистой воды в сутки при влажности воздуха от 30%. В 2022 компания установила такие устройства на фермах в Эфиопии, где грунтовые воды залегают на глубине 120 метров и недоступны без дорогостоящего бурения. Фермеры получили воду для полива без скважин, без насосов и без зависимости от дождей. Американский университет Беркли в 2018 представил устройство на основе металла органического каркасного материала, которое собирает воду из воздуха при влажности всего 10% в условиях, близких к пустынным. Материал поглощает молекулы воды ночью, когда температура падает, и высвобождает их днем при нагреве солнца. Никакого электричества, никаких движущихся частей. 1 килограмм материала производит 2,5 литра воды в сутки в условиях пустыни Мохаве. Чилийская компания Focaccia использует принципиально иной подход — туманоуловитель. На горных склонах Атакамы, самой сухой пустыни мира, устанавливают сетчатые панели площадью по 100 квадратных метров. Туман, который ежедневно поднимается с океана на склоны гор, оседает на сетке и стекает в трубы. Одна панель собирает от 200 до 400 литров воды в сутки. Стоимость установки — $800. Стоимость доставки эквивалентного количества воды грузовиком в эти районы — $4000 в месяц. 23 чилийские деревни уже перешли на водоснабжение исключительно из туманоуловителей. Марокканская деревня Айт-Баамран в провинции Сиди-Ифни получает из туманоуловителей 6000 литров воды в сутки. Достаточно для полива огородов и водопоя скота для 150 семей. До установки системы в 2016-м женщины деревни ежедневно преодолевали пешком по 7 километров до ближайшего источника и несли воду на себе. Индийский стартап Urja Tatis разработал туманоуловитель из переработанных рыболовных сетей стоимостью $40 за панель. Кстати, Раджастан, где годовое количество осадков составляет 300 мм, такие сетки устанавливают на крышах домов и вдоль полей. Например, за $200 получает систему, которая обеспечивает водой огород площадью 200 квадратных метров весь сухой сезон. Самый масштабный эксперимент с атмосферной водой провела Саудовская Аравия в 2023. В горном регионе Асир, где туманы бывают 200 дней в году, установили промышленные туманоуловители с суммарной площадью сетки 50 тысяч квадратных метров. Система производит 2 миллиона литров воды в сутки и снабжает ею тепличный комплекс площадью 20 гектаров. Стоимость производства 1 кубового
кубометра воды 18 центов против $3 при опреснении морской воды. Дефицит пресной воды к 2050 году затронет 5 миллиардов человек. Такой прогноз дала Организация Объединенных Наций в 2023 докладе о водных ресурсах. Атмосферная вода – единственный источник, объем которого не уменьшается от потребления, потому что испарение постоянно восполняет его. Фермы, которые научились пить воздух, решили проблему, которую человечество считало нерешаемой. В 2023 году мировой рынок вертикальных ферм, аэропоники и гидропоники впервые превысил $25 миллиардов. Для сравнения, весь мировой рынок тракторов составляет 60 миллиардов. Технологии выращивания еды без почвы перестали быть экспериментом и стали полноценной отраслью. Вопрос из начала этой истории: может ли фермер вырастить урожай без единого грамма почвы? Уже получил ответ. Да. И не просто может, а делает это эффективнее, быстрее и с меньшими затратами воды и земли, чем традиционное земледелие. Японская клубника созревает за 21 день вместо 90. Нидерландские томаты дают урожай круглый год без единого пасмурного дня. Норильский салат стоит столько же, сколько московский. Цифры говорят сами за себя. Гидропонная ферма использует на 90% меньше воды, чем обычное поле. Аэропонная система ускоряет рост растений в 3-4 раза. Вертикальная ферма высотой 10 этажей заменяет 30 гектаров пашни. Светодиодное освещение дает урожай пшеницы в 200 тонн с гектара против 8 тонн на открытом поле. Роботы собирают клубнику в 8 раз быстрее человека и без потерь. К 2030 году, по оценке аналитической компании MarketSea Markets, каждый 5-й килограмм листовых овощей в мире будет выращен без почвы. К 2050-му эта доля вырастет до половины всего производства свежих овощей на планете. 3 страны уже сделали технологии без почвы государственным приоритетом. Сингапур инвестирует в все вертикальные фермы как в вопрос национальной безопасности. Там страна импортирует 90% еды и не может позволить себе зависимость от внешних поставок. Нидерланды стали крупнейшим в мире экспортером овощей, имея сельскохозяйственные площади меньше, чем штат Западная Вирджиния. Именно за счет тепличных и гидропонных технологий. Израиль экспортирует агротехнологии в 70 стран мира и зарабатывает на этом больше, чем на продаже самих продуктов. Главное препятствие для массового распространения этих технологий – стоимость электроэнергии. Вертикальная ферма потребляет в сотни раз больше электричества, чем обычное поле на той же площади. Но стоимость солнечной энергии за 10 лет упала на 88%. Компания Plentif в Нью-Джерси уже покрывает 40% энергопотребления своей фермы солнечными панелями на крыше. Через 10 лет этот показатель достигнет 100%. Человечество кормит 8 миллиардов человек, используя половину всей пригодной для жизни суши под сельское хозяйство. К 2050-му нужно будет кормить 10 миллиардов, при этом площадь пашни продолжает сокращаться, а климат делает традиционное земледелие все менее предсказуемым. Ответ на этот вызов уже существует. Он работает в подвале Копенгагена, на крышах Сингапура, в пещерах Иордании и в заброшенном заводе Нью-Джерси. Почва была основой земледелия 10 тысяч лет. Следующие 10 тысяч лет еда будет расти в воздухе, на воде, под искусственным светом и в зданиях посреди городов. Фермер будущего не выйдет в поле, он откроет ноутбук и проверит данные с датчиков. Урожай уже растет.